Всем привет! В сегодняшнем видео речь пойдет очень часто задаваемые вопросы. В основном коснемся двух аспектов, двух вопросов. Один вопрос: почему привитые кусты в месте прививки имеют различный диаметр толщины ствола. А также другой часто задаваемый вопрос задают: какие нужно провести мероприятия, чтобы увеличивать толщину, диаметре подвойных сортов, которые посажены для перепрививки. В данный момент я сейчас провожу нормировку подвойных маточных кустов. В зависимости от силы роста в прошлом году нужно оставлять ровно столько побегов. И также самое нужно обратить внимание на то, что даже если наши побеги будут длиной до 10 метров, диаметр их будет это примерно от 8, максимум 10 миллиметров. То есть этот момент в сегодняшнем видео обязательно будет касаться, так как это особенность подвойных сортов, они не слишком увеличиваются в диаметре. Также самое является темой нашего видеоролика. В данном случае видите здесь уже пронормированные кусты. В данном случае этот молодой подвойный куст, да, ему оставили 4 побега. И в дальнейшем данная работа будет заключаться лишь в химических обработках и своевременным посынкованием. А в данном случае видим данный куст, еще я до него только-только добрался. В данном случае мы должны примерно в зависимости от развития в прошлом году оставить ровно столько количества побегов, чтобы осенью получить хороший качественный материал для настольных прививок. Я знаю, что в прошлом году здесь было 5 побегов, в этом году можно оставить 6. И убирать будем все пасынки, да, вот таким вот образом. То есть удаляем все лишние усики, удаляем все пасынки вот таким вот образом и аккуратненько его подвяжем. Давайте подойдем к другим кустам и дальше продолжим наш видеоролик. Существует несколько вариантов для того, чтобы получить привитые кусты винограда. Один из них, наиболее широко распространенный и широко применяется в промышленности, это когда высаживается сразу привитыми саженцами. Такие саженцы делают настольную прививку и подбирают привойную подвойную часть. Есть некоторые агротехнические приемы в питомниках, их проводят, и получается готовые привитые саженцы. Но существует альтернативный метод. Также данный метод имеет место быть по различным причинам. В частности, я использую такой метод для того, чтобы заранее запланировав какие-нибудь новинки по тем или иным причинам, которые я не приобрел. Я заранее высаживаю подвойные кусты, корневая система уже растет, распространяется, а привойную часть с годами я буду приобретать и прививать на месте. Но существуют некоторые нюансы, которые нужно будет учитывать в данном моменте. Что я имею в виду? Один из часто задаваемых вопросов задают, какие нужно провести агротехнические приемы, чтобы увеличивать диаметр подвойных саженцев винограда. На этот вопрос отвечу, что это их сортовая особенность. Даже имея длину около 2-3 метров, диаметр бывает примерно где-то 6-6,5, максимум 7 миллиметров. То есть вам нужно этот момент учитывать. В данном случае видим здесь один из вариантов. Я привил здесь его окулировкой. Заранее нужно будет привойную часть винограда заготавливать таким образом, чтобы с осени привойную часть уже заготовить примерно 5,5-6,5 миллиметров. То есть этот момент обязательно нужно учитывать. Видим здесь уже рост где-то около 1 метра, да, а здесь диаметр где-то около 5 миллиметров. То есть диаметр у них не увеличивается. Это их сортовая особенность. То есть при нормировке маточных кустов мы этот факт также самое учитываем. Чтобы, имея подвойную лозу длиной даже около 10 метров, чтобы она была нам соответствующего качественного диаметра. Примерно 7,5-9,5 миллиметров. Другой вариант, прививка зеленым-зеленый, тоже не так широко распространен, так как привойные сорта, то есть культурные сорта, имеют большой диаметр. То есть вот этот момент совмещения диаметра будет играть роль.
То есть вот этот момент также самое нужно будет учитывать. Также другой из задаваемых вопросов, почему привитые кусты винограда в месте прививки имеют различный диаметр. Давайте подойдем к более взрослым привитым кустам, и я покажу, и дальше продолжим свой видеоролик. Перед нами взрослый куст аватара, привитого на подвое Кобер 5ББ. В данном случае куст имеет большую силу роста, достаточно хорошо тянет нагрузку. Видим, развитие куста выглядит нормальным. Но один из часто задаваемых вопросов посетителей моего виноградника, когда они подходят к данному кусту, они спрашивают, почему в месте прививки данный куст имеет различную толщину. На данный момент я могу ответить следующим образом. Немного скажу о своей истории. Я с детства вырос среди виноградников. У меня еще дед ходил ручным опрыскивателем, когда серой или чулками опрыскивали. То есть все мое детство прошло среди виноградников в Азии. Но я никогда не видел привитые кусты винограда. И когда я впервые встретился с привитыми кустами винограда, я видел большие грозди, которые висят на данном виноградном кусту. И невольно взгляд бросался на привитое место. И то есть, для меня это эстетически казался неестественным. То есть имеет такую тонкую подвойную часть, на нем привойная часть намного больше в диаметре. Я невольно спросил, а нельзя, чтобы иметь не привитые кусты, а корнесобственные? На что мне хозяин данного виноградного участка сказал, что у нас во дворе, да и в принципе у всех не так много места, чтобы держать корнесобственные кусты. В тот момент у меня не были столь обширными понятия и знания о природе винограда, то есть я не был столь увлеченным. Только начиналось мое увлечение. На сегодняшний день, исходя с сегодняшних своих знаний о привитых кустах винограда, не вдаваясь в научные термины, в подробности флоема, ксилема, аффинитет, давайте попытаюсь я по-простому объяснить для вас, что такое различный диаметр. В данном случае здесь подвойный куст Кобер 5ББ. Видим, да, я специально оставил, чтобы вам показать. Привит на него аватар. И вместе прививки имеем различную толщину в диаметре. Это нормально или ненормально? Если куст растет хорошо, имеет большую силу роста, это значит, данный куст имеет хороший аффинитет, в данном случае с подвоем Кобер 5ББ, и себя чувствует прекрасно. Для того, чтобы получить и усвоить все питание, которое идет через корневую систему сильнорослого подвойного сорта Кобер 5ББ, аватару нужно увеличиваться в диаметре, чтобы усвоить все данное питание. Можно привести аналогию труб. То есть внизу находится мощный насос, который качает, которым является Кобер 5ББ. И аватару нужно увеличиваться в диаметре, чтобы проводящие пути сосудов выровнять то давление, да, или тот поток, который идет через подвойную часть. В каком случае можно сказать, что куст не имеет хороший аффинитет, или же что-то с ним происходит нездоровое? Если здесь происходит усыхание, или имеются какие-то там черные или же раковые, скажем так, клетки, да, которые на винограде встречаются, или же куст угнетается, имеет слабую силу роста, то есть чахнет, можно сказать, что прививка не подходит, то есть плохой аффинитет. В данном случае мы видим пример, здесь подвой Кобер, привитый на него аватар. Также самое рядом у меня растет привитой куст аватара. Видим, здесь аватар, имеет большую силу роста, также самое хорошо, прекрасно развивается, но его особенность в том, что он привит на подвое Рипария рупестрис 101-14. Видим вот здесь место прививки. Также самое видим диаметр. Здесь диаметр намного меньше, аватар намного больше в диаметре. Здесь точно так же аватару, чтобы принять все питание, которое идет через Рипария рупестрис 101-14, нужно увеличиваться в диаметре. Это нормальный естественный процесс. Здесь нет ничего аномального. Это, скажем так, генетическая особенность. Подвойные сорта
не склонны к увеличению. Хотя имеют большой диаметр проводящих путей, они являются хорошими, сильными корневыми системами. А если взять сорт Аватар, привитый на подвое Кобер и на подвое Рипария Рупестris 101.14. Какие у них есть отличия? Скажу, что здесь срок созревания будет где-то дней на 5 на неделю раньше. Грозди здесь будут иметь средний размер. Ягоды, ну, примерно где-то 3,5-4 сантиметра на подвое Рипария Рупестris 101.14. Ну, а на подвое Кобер 5ББ кусты будут более нагружены. Там можно хорошо нагрузить кусты, грозди будут намного больше, ягоды крупнее. То есть это будет ваш выбор. Если вы на подвое Кобер 5ББ хотите немного ускорить срок созревания, вы можете просто-напросто уменьшить нагрузку ягодами, и точно так же на подвое Кобер выйдете в более ранние сроки созревания. То есть это уже будете вы сами регулировать. Но на подвое Рипария Рупестris вы не сможете получать такие же большие урожаи, как на Кобере 5ББ. А сейчас вы перед собой на экране видите одну из фотографий. Я думаю, она многим из вас знакома. По крайней мере, когда 3-4 года назад Аватар не был столь широко распространен, она наиболее часто встречалась в интернете. Видя данную фотографию, многие сразу видят красивые грозди винограда, красивый виноградник, но одна незначительная деталь, на которую не многие обращают внимание. Как вы видите, я вот сейчас выведу его кругляшочком. Здесь точно так же Аватар, привитый на подвойном сорте, месте прививки имеет различную толщину в диаметре. Это то, что касаемо Аватара. Давайте посмотрим на другие кишмишные сорта. А здесь у меня находится куст Lamborghini, который тоже привит на подвое Кобер 5ББ. Кстати, я снимал видеоролик о том, как прививать черным на зеленый. То есть, кто следит за моим каналом, знает про данный куст. В данном случае, что хочу вам показать, видим место прививки вот здесь. И точно так же здесь есть разница в диаметре. Хотя не такое ощутимое в разнице, как на Аватаре. То есть это генетическая особенность привойной части. Часто, когда мы видим промышленные виноградники, привитые технические сорта или винные сорта, там разница в диаметре не так явно проявляется. С чем это связано? Это генетическая особенность привойных сортов. Вы также самое можете рядом видеть. Это в данном случае у меня Хэллоуин. Видим, да, хорошая у него урожайность. Везде по 2 гроздочки. Я его уже предварительно немного пронормировал. Оставил по одной грозди. То есть я знаю, ему для данного куста этого будет достаточно. Но вот посмотрите, видим здесь опять же место прививки. В данном случае на подвое Кобер 5ББ. Видим, Кобер имеет намного меньше в диаметре, а Хэллоуин чуть больше в диаметре. То есть вот эта вот разница в диаметре, она присутствует. Это генетическая особенность или предрасположенность сосудистой системы для того, чтобы все питание, которое поступает через корневую систему, усвоить, им нужно увеличиваться в диаметре. И также самое, кто следит за моим каналом, тот знает, что я провожу эксперимент. В данном случае эксперимент касается различных подвойных сортов. В данном случае в качестве эксперимента у меня служит привойный сорт. Это кишмиш Пандора, да, зарубежной селекции. Оно привито на различных подвоях. Здесь видим, вот она Пандора, да, и у нас он привитый на подвое Рипария Рупестris 101.14. Вот здесь у меня буквально несколько штук на СО4. Что я могу сказать предварительно, что на СО4 глазки проснулись самыми поздними. То есть, конечно, цыплят считают по осени, но вот эту особенность нужно брать во внимание, что на СО4 идет намного позже распускание. Так же самое здесь есть Рипария Рупестris 101.14, Кобер 5ББ, Телеки 5С, Телеки 8Б, то есть на различных подвоях. Но в любом случае осенью будем смотреть,
по силе роста, сколько будет наш прирост. Также самое будем смотреть по мере вызревания. Ну и результаты окончательно, наверное, подведем осенью. Но в любом случае я пока смотрю и провожу данный эксперимент. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.